У каждого из нас в жизни наступает момент, когда мы ищем себе по той или иной причине новый монитор. Этот выпуск будет на тему нового монитора, который стоит у меня за спиной, вы сейчас видите. Это монитор AOC, либо AOC, либо кто-то называет его лось, потому что буква А пишется как L. В общем, AOC, модель Q32V4. Не слишком сложная, не слишком длинная модель. Почему я снимаю ролик по монитору на своем канале? Опять же, я стараюсь снимать о всех новых вещах, интересных для вас, для нас. Мне интересно новые вещи обозревать, так как я это умею. Мне интересно показать вам что-то новое, тем более то, что так или иначе косвенно касается дела, которым мы занимаемся. Творческого дела. Так уж сложилось, что я пишу музыку, я работаю в DAW, иногда работаю с графикой, делаю видеомонтажи. И мне очень критично важно иметь хороший, качественный монитор. Меня устраивал мой 23-дюймовый монитор, который был до этого, но он чувствовался уже, что маловат, чувствовалось, что не хватает большого разрешения. Были некоторые обстоятельства, по которым нужно было приобрести новый монитор. Мне пришлось поменять тот монитор, который отошел сейчас для работы моей жены. Я себе взял вот этот большой, для того, чтобы у меня больше всего вмещалось на экране, было комфортнее работать, в том числе монтажи, работа в DAW, с музыкой, особенно это, хотя оно позволяет и поиграть иногда, но я вам скажу так сразу, что игры это не приоритет, и игры на таком огромном мониторе играть не комфортно. Но работать самый кайф. Это монитор Q32V4 AOC. Он, как вы понимаете из названия модели, 31,5 дюйма диаметр. Разрешение у него не 4К. 4К это слишком жирно. Не все видеокарты тянут, и моя тоже, ей трудно. В большинстве случаев видеокарты, мы говорим, тянут, когда это касается больше игр, а так оно тянет в любом случае. Поэтому на этом экране Quad HD разрешение, и этого вполне достаточно для 32 дюймов, округляем 31,5 до 32. Этого вполне достаточно, чтобы этот монитор красиво отображал картинку, не было все масштабировано. Если бы мы взяли 32 в Full HD, например, разрешении всего лишь максимальном, было бы все просто растянуто, да? В данном случае все как раз именно так, как нужно. То есть это Quad HD, это разрешение, которое как раз подходит для таких вот больших мониторов, как это 31,5 дюймов. Снимаю видео, опять же, не с целью похвастаться, с целью обозреть новый монитор, который дает возможности большие для работы. Показать, на что он способен. Это бюджетная модель, сразу скажу. То есть я не мог себе позволить дорогую модель, это бюджетная модель. За свои деньги она хорошая, у нее нету регулировки по высоте, поворотов, все, он стабильно ставится. Но я бы хотел в этом видео обозначить некоторые фишки этого монитора, почему выбор пал именно на этот монитор, не на другие. Во-первых, стоит сказать, что выбор пал в первую очередь потому, что это цена. Цена у этого монитора намного ниже, чем у его конкурентов, и это позволило мне выбрать именно в его пользу. Потом же я был приверженцем LG мониторов, но посмотрев на те модели, которые были, почитав отзывы, я засомневался в том, что монитор LG будет хорошей покупкой сейчас в моем бюджете, в таком разрешении. А 27 я после 23, знаете, 27 это не слишком большое обновление. Не слишком разница большая получается там, все-таки. Я решил, что нужно все-таки взять 32, плюс по цене оно получается нормально. Этот монитор влезал в бюджет, скажем так. Я решил, что буду брать вот этот, и почему-то упало у меня внимание на монитор AOC. Я видел множество людей, которые работают с музыкой, и покупали они себе мониторы AOC. Я думаю, раз они брали, раз они пользуются, значит ничего плохого нет. Все отзываются о том, что это бюджетный сегмент, можно найти хороший монитор. И я почитал сразу о компании, которая занимается, компании AOC. Оказалось, что эта компания, по сути, только и делает, что мониторы. И раз они только этим занимаются, соответственно, по логике вещей они не должны сделать плохо. Потому что это единственное, чем они занимаются. Они делают мониторы. Поэтому сразу логика такая, что раз они делают монитор будет хорошим. Просто, знаете, если ты всю жизнь, например, пользовался Intel, я, например,
сложно было пересесть на AMD. Также, когда ты все время пользовался мониторами LG, сложно было вот включить себе в голове, что монитор AOC. Но я решил, что попробую. При этом на этот монитор отзывов вообще не было ни одного, я не нашел. На YouTube я нашел только лишь одно видео, где парочка купила себе этот монитор в качестве вместо телевизора вообще. Именно эту модель. И все, больше я о ней не видел. Видел только модель младше, вернее 27 дюймов. Обзор был только один. Все. Больше информации об этой модели нет. Этого монитора на YouTube нет. Нигде о нем ничего не пишут. Но я подумал, это одна из свежих моделей, думаю, может быть, стоит рискнуть. Я, значит, заказал доставку на магазин, услугу проверки на битые пиксели, потому что помню опыт по 23-му, у меня там был один битый пиксель, которого я никогда не замечал, но когда ты покупаешь, это неприятный, знаете, момент, когда ты включаешь, проверяешь, бац, битый пиксель, это очень просаживает. Но это там норма допустима до 5 битых пикселей, возможно, вы знаете, я вам скажу. С этим было все иначе. Я заказал один и заказал вдогонку еще 2 монитора, то есть и услугу битые пиксели. Дело все это, возможно, кто знает, я в украинском магазине заказывал в магазине «Розетка». Есть там такая возможность. И они приехали. Я собирался брать только один монитор, соответственно, потому что, из 3 я мог проверить спокойно себе. Мы, значит, открыли первый. Парни молодцы, там на точке все знают свою работу, проверили все на отлично, мы вместе проверяли с ними. Первый монитор открыли, сразу было видно, что его кто-то уже открывал, проверяли. Мы включили, нашли один битый пиксель. Сразу говорю, все, нет, это следующий. Мы открыли следующий, он был полностью запакован, видно, что его никто еще не открывал. Мы проверяли минут 5, смотрели по всем цветам. Битых пикселей обнаружено не было, и мы остановились на втором варианте, я его забрал. Он большой, тяжелый. Что хочется еще сказать. Я не специалист по обзорам мониторов, опять же, как простой, обычный человек, который покупает себе монитор и не особо там вдается в те характеристики. Скажу так, что он большой, его сложно было собрать. Легко собрать, сложно из-за того, что он тяжелый, и ты боишься что-то сделать не так, да? Вот, это все вы можете наблюдать у меня в этом выпуске. И в этом мониторе мне что было важно? Я не геймер как такой, мне не критична частота обновления, да? Но я смотрел, что было не ниже 60 Гц. Тут заявлено было 75 при максимальном разрешении. Мне важно было маленький низкий отклик матрицы. Здесь заявлено 4 миллисекунды. Это вполне хорошо. Мне нужна была технология, которая делает возможным уменьшить влияние синего цвета на глаза. То есть и у этого монитора есть несколько опций в этом плане. И плюс технология, которая будет компенсировать вот это вот мерцание, чтобы не напрягало зрение, чтобы было для зрения не так губительно. У этого монитора все это есть. Я пришел, распаковал его, снимал специально для вас, как я это делал. Это все так на быструю руку делалось, но сам факт хотелось побыстрее собрать, чтобы все было правильно. Удивило то, что у него оказалось еще и динамики есть, правда, они плохие, поэтому я включать их даже не буду вам. То есть я их покупал монитор без динамиков, хотел, но у этого были, я их просто отключил, они мне не нужны. У него что сразу удивляет, во-первых, огромный размер, большущий размер экрана, 32 дюйма практически, это очень много, очень круто, непривычно было, вы видите, сейчас камера не передает того, что есть в действительности, когда ты сидишь перед ним, когда ты смотришь фильм, включаешь какую-то даже игру, либо там в DAW сидишь, монтаж делаешь, это не передать как много, и нужно привыкнуть. Я еще не привыкнул, несколько дней пользуюсь, где-то, возможно, 3, 4, 5, не знаю. У моего прошлого монитора ножка и лепешка была широкая, ножка была пластиковая полностью. У этого металлическая ножка, вообще жесткая. И лепешка намного, вот эта вот подставка намного меньше, но она металл. Сверху обтянута, скажем так, пластиком, но именно лепешка. Но она металл, внутри там, внизу там видно, что металл. Она тяжелая. Ножка сама тоже вся металлическая полностью. У нее еще такая конструкция, у ножки под монитор крепится, я такого не видел. Обычно как-то там защелкивается что-то куда-то, а у этого монитора получается там квадратик такой. И ты вставляешь в пазы, в дырочки такие вот так вставляешь его, и все, он бац, на ножке стоит, ты ставишь, и все. В комплекте был мануал, диск, я не воспользовался, я зашел на сайт, скачал. Есть в комплекте программа, которая позволяет выключать монитор, то есть она сама полностью выключает монитор, когда компьютер выключается. Это очень здорово, экономит электроэнергию.
Этот монитор в красном отметке G, по-моему, по энергоэффективности, конечно. Я думаю, размер и бюджетность сказалась на этом. Но это нам никак не мешает. Блок питания у него встроен внутрь. Понравилось, что на экране никаких, кроме логотипа AFC, никаких моделей, ничего. Кнопочки скромно внизу, индикатор тоже внизу, не отвлекает. Белый, когда монитор активен, когда не активен, оранжевый, когда вообще выключен, то никакой. Из программ, которые я еще скачал, были драйвера для монитора, да, еще была программа для разделения экрана на несколько частей. Это очень классно, можно настроить, благодаря этой программе, настроить, на сколько частей ты будешь делить вот там экран. То есть я окно перетягиваю, оно мне предлагает там слева, либо справа половинку, либо там еще на 4 можно разделить, это очень круто. Еще одна программа, которая скачана была с официального сайта, это меню. То есть можно управлять меню настройками монитора без этого клацания внизу экрана самого, да, то есть очень круто, можно просто мышкой потыкать все, что тебе нужно сделать, и все хорошо. Вот такой монитор. Вы можете сами видеть сейчас, как все выглядит картинка. Я старался передать как мог. В основном в преимуществе снимал все с передней стороны, как бы вот как стоит на столе, потому что сразу нужно было поставить его и не трогать, он тяжелый. Крутить, вертеть не было времени. Кое-как я вам задник стараюсь показать, но в основном то, что вы видите сейчас в выпуске, в основном я переднюю часть показываю, потому. Очень удобно, я еще раз скажу, отмечу, что в DAW работать. Поэтому, если вы ищете монитор себе на обновку и вас интересует модель 32 дюйма, то этот вариант очень-очень хороший. Из минусов, я не знаю, то ли это углы, то есть углы обзора у него должны быть хорошими, матрица IPS, но когда ты сидишь по центру, твое зрение не ухватывает края, и они кажутся более затененными. И я никак не могу понять, они правда там подсветка неравномерная, они по краям менее затененные? Либо это то, что ты, так знаете, заглядываешь. Когда заглядываешь, вроде бы кажется уже равномерным. Мониторы иногда страдают такой проблемой некоторые, что иногда вот подсветка слабее по краям чуть-чуть. Не знаю, я так и не понял, кажется мне с ним это или нет, но всем я доволен. Четкостью изображения, картинкой, всем я доволен полностью. Минусом считаю то, что блок питания находится внутри. Это такая ерунда. То есть, если, например, у меня с LG старым монитором было такое, что блок питания вышел из строя, и я мог просто его отдать в ремонт, да, но все равно носился с монитором, то этот, например, придется полностью носить. Я надеюсь, все будет хорошо, гарантия на него есть, все без проблем. Работает без нареканий сейчас. Вот. И я покупкой очень доволен. И еще раз скажу, работать в нем супер комфортно. На экране много места, все видно. В DAW особенно заметно, как можно выстроить и все увидеть больше намного. В играх некомфортно играть в игры, потому что слишком огромная картинка. Это такое сомнительное решение для игр. И плюс этот монитор позиционируется как больше не для игр, а для работы именно. Хотя игровые режимы в настройках у него тоже есть. Вот. Цветопередача просто супер, я считаю, что все на месте. Есть режим HDR, есть дополнительные настройки, которые можно потыкать, посмотреть, попробовать. Вот. Я стараюсь лишний раз ничего не тыкать. Я настроил, как мне подходит, и все. Только вот можно переключать режим чтения, скажем так, вот больше в желтые цвета, чтобы уходило, когда уж слишком напрягает вас синего цвета. А так, в основном, я вроде бы все рассказал. Монитор стоящий, действительно, за свои деньги это один из лучших вариантов, я считаю, из бюджетного сегмента. И если вот как я поступил, вы можете видеть, у меня не было возможности, то есть приобрести, доплачивать еще 3000 гривен за механизм, 3-4, даже до 5, за механизм регулировки по высоте, который тоже сложен сам по себе, и просто можно несколько книжек поставить под монитор, крепких книжек, таких с твердым плетением, чтобы просто приподнять монитор, вот и все. А учитывая его разрешение, он многого не требует, чтобы его приподнять. И еще момент какой хочу сказать, вот видите, да, сбоку стоит 19-ка, она по сравнению с ним маленькая 19-ка. Я думал, что влезет большего размера, но стол мой, по-моему, 170 сантиметров, вот если так в длину, если говорить вот так, либо отсюда, то в ширину получается. И вот на него, чтобы с колонками все влезло, видите, как очень сложно.
здесь заметно, и возле огромного монитора на 32 дюйма в 19 влезает, 22 не влезает. Я пробовал, не влезает 22. Поэтому вот так. Есть вариант еще в будущем, возможно, когда-то, как-нибудь, если все будет хорошо, купить, например, монитор, который поворачивается на 90 градусов. И вот поставить его, чтобы он был прямоугольным, вот здесь 90 градусов, такой, знаете, специально для микшера. Хотя для микшера хочется, чтобы был более широкий монитор. Ну, то есть для таких целей, как у нас, например, работа с музыкой, работа с там в DAW, в основном с музыкой, да, что мониторы либо колонки стоят по бокам, да, и вот нужен широкий большой стол, чтобы все влезало, несколько мониторов, чтобы влезало. Это очень критично для нас, поэтому да. И я был рад поделиться с вами вот этим монитором. Это очередной повод сделать новый контент для моего канала, опять же, и показать вам этого монстра, скажем так, в бюджетном сегменте. Вот. Я им очень доволен, надеюсь, что вам. Кстати, Cinema Screen у него, несмотря на то, что рамки заявлено Cinema Screen, но, видимо, из-за размеров вот невозможно. Хотя у Cinema Screen, которых нет вот этих рамок черных таких, да, у них все равно же есть рамка черная, у них там все равно же ограничения есть. И здесь они практически с таким размером экрана незаметны. То есть должны они быть, потому что с таким большим экраном нужно за что-то его взять, даже банально подключить сзади кабель, да, нужно же прижать, то есть нужно за рамку держать спереди и прижимать сзади. За экран ни в коем случае, за саму область экрана нельзя трогать пальцами вообще, прижимать ни в коем случае, можно повредить. Из разъемов здесь, еще забыл сказать, только HDMI и только DisplayPort. Все, никаких там VGA, DVI, ничего такого, только. И еще выход, по-моему, на наушники, но это динамики есть у него, но мы этим не пользуемся. Если я что-то забыл, и если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, по этому монитору, пишите, пожалуйста, свои комментарии под видео. Я буду рад ответить вам на них. Я всегда стараюсь отвечать. Как и о всех остальных вещах, видео другие смотрите. Мы обновляли не так давно, скажем, компьютер, не так давно видеокарту. Вы можете посмотреть другие ролики по подсказкам. Здесь вот, что я там делал и как это все выглядит. Вот. Я желаю всем вам творческих успехов. Мы с вами увидимся в следующем видео.